Ваши рыбки клевали, да вы их поймать не дали. Вот теперь сами ее и ловите, большую и маленькую. Приветствую зрителей моих каналов, очередная распаковка. Приехали воблеры с Алиэкспресс. Ретро-снасти мне интересны все больше и больше, но сталкиваюсь с тем, что если с вертушками еще более-менее как-то обстоит дело, купить там Мэпсы рублей и какие-нибудь там итальянцев, тех же Пантер Мартин, еще все-таки можно, а вот с колебалками и с воблерами разными ретро засада. Практически ничего не встречается, либо встречается дорогое, либо совсем убитое. Поэтому приходится искать на Алиэкспрессе что-то хотя бы отдаленно похожее. Ретро-снасти, в моем понимании, воблеры какие должны туда подходить? Это в первую очередь кренки, во вторую очередь это миноу с игрой, составники, если есть, попадаются тоже. Это вот сейчас практически не используется, а когда-то была очень популярная тема. И вибы, причем зачастую не такие вот, которые сейчас современные и красивые, а самые какие-нибудь простенькие, убогенькие. Они вот как раз выглядят вполне себе аутентично и ретрообразно, хотя, конечно, ими не являются. Китайцы заклеивали, молодцы, конечно. Ой, блин, каждый воблер в отдельный пакетик. И как это открывать-то? Так, 4 вот таких воблера небольших мне приехало. Ну и, соответственно, цены смотрите, да, потому что покупать что-то на Алиэкспрессе дороже 100 рублей мне что-то не очень хочется, очень редко. Поэтому стараюсь найти, как раньше, где-то рублей за 50-70. И, в принципе, в основном это удается. Вот здесь мне где-то... Так, это вот два как раз виба. Так, и вот здесь меня накололи. То есть они прислали другой, хотя он тоже, в принципе, неплохо выглядит. Так, поэтому надо будет ему написать ай-яй-яй, потому что был похожий на Daiwa Peanut, если кто-нибудь знает такой воблер. Так, и вот еще два кренка. Тоже странноватые. Поэтому будем смотреть, что за штуковины я назаказывал. Ну, а дальше их в коробочку складывать. Дальше будем распихивать по коробкам. Почему возникла нужда в этих вообще в ретро, не в ретро, а в воблерах с Алиэкспресса? Да потому что вот я недавно, ну как недавно, летом, купил комплект японский ретро, то есть у нас там это катушка Diamond Line от Амори и Spinning Olympus. Кое-какие вертушки удалось купить на BitBaits. Дешево, не дешево, другой вопрос. А воблеров там интересных мне не нашлось у человека, который продавал японские там блесны из 80-х, приманки из 80-х. Либо дорого, либо бестолково. Ну и сам человек оказался очень сложный в общении, и, блин, я с ним намучился. Поэтому приходится искать что-то такое. Ну вот, на мой взгляд, довольно неплохо смотрится. Вопрос, что они из себя представляют и играют ли они вообще. Так, два кренка. Один, видите, яркий оранжевый, желтый, и другой черный с такими этими, как у панды, видите. Но это серебристый на самом деле, не белый, конечно. Вообще неплохо сделаны. Крючки изначально очень хорошие. Потому что есть у Алиэкспресс как бы две, воблеров с Алиэкспресс две градации. Черные и тонкие острые, это вот они. И белые, те гораздо хуже, но тем не менее вполне справляются. Несмотря на то, что довольно грубо вот здесь обои срезаны, покрасили они их нормально. И вот, например, тот же желто-оранжевый, такие цвета любит судак. Лопасть довольно длинная, соответственно, его загнать, скорее всего, можно будет на ту глубину, которая мне надо, то есть чуть больше метра. Если они придут, конечно, судаки, если у нас вообще все получится. Вместе с лопаткой получается 6 сантиметров, ну чуть меньше 6 сантиметров. Так, а само тело воблера 4 сантиметра. Спасибо, кто-то мне тут что-то написал. Какой-то клуб. Так, хрен с ним. Так, длину померили, давайте теперь этот вес смотреть. У меня там всего 20 минут на карте, поэтому надо как-то побыстрее все это дело доснимать. Так, и, соответственно,
веса используемы до 7 граммов обычно, потому что те же американские спиннинги ультралайтовые не маркировались вообще никак, что они, до какого теста они рассчитаны. В целом это 7 граммов. То есть если тут 5,5, вполне пойдет. Японцы, обезьяничая за американцами, вернее рассчитывая на их рынок, то же самое делали. То есть либо не указано, либо получается какая-то там 1/4 унции, например. Так, давайте смотреть микровибы. Вот то, что они покрашены а-ля елочная игрушка, это тоже вполне оправдано. Потому что у американцев зачастую точно такие же воблеры в ходу. В смысле, не именно вот такие, а подобные, но в такой окраске. Либо оно полностью вот такое блестящее белое, либо блестящее желтое. На мой взгляд, нормально. Кстати, эти не потряс. Ну, наверняка гремучие, да. Так, и эти. Кстати, нормально сделаны. И вот... Не, крючки дешевые, вот эти белые, но качество выросло в разы. Потому что изначально были вообще чуть не из проволоки сделаны. Но тем не менее, даже щука вытаскивалась даже на хреновые крючки. А эти, я думаю, вообще нормально. Пакеты приходится рвать, мне надоело их вытаскивать. Крючки хорошие, цепляются хорошо. Так, надо будет еще посмотреть, потому что эти мне понравились, в принципе. Надо будет глянуть, есть ли они еще в других окрасках, каком-нибудь таком вот странном. Чем страннее, тем лучше, потому что лепили как раз японцы дешевые воблера. А это все равно, что Китай сегодня дешевые делает. Так, 4 сантиметра ровно и 2,6 вес. Так, ну, понятно, что расхождение по длине вряд ли будет. Прикольные, кстати. Были нарисованы, я думал, будут с какими-то разводами, а получилось чистый металлик. Ну, в смысле, просто блестящий, без всяких этих дополнительных окрасов. Даже спину красить не стали. Вот, вполне себе ретро. Так. 2,6, то же самое. Неплохая повторяемость. Китайцы молодцы. Так, вот этот мне сволочь, блин, прислал. Во-первых, там форма была немножко другая и лопатка длинная. Это получился мелководный кренк, еще и без крючков. Хотя в целом неплохо сделан. Так, длина с лопатой 6,5 практически, тело 4,8. 6,7 в те же 7 грамм влезает, вполне нормально пойдет. Этот дорогой, зараза, 130 рублей был, эти все меньше 100 рублей. Так, дальше. И вот эти вот маленькие. Там каких-нибудь простецких окрасок не было, были достаточно сложные, но интересные. Мне, во-первых, и форма понравилась. Ой, блин, какие крючки хорошие у них. Только они, я думаю, будут цепляться друг за друга. Ну да, как раз успевают. Любят они это дело. Не знаю, плавающие или не плавающие. Может быть, пойдут современные комплекты, а может быть, пойдут в ретро-комплекты, потому что вечно в них у меня не хватает нужных приманок. Так, не дощелкнули. Так. Что-то, блин, спина у него с дефектом покраски оказалась. Блин, я в этих всех электризуются пакеты. Так, это вот натуралы какие-то, раскрашенные под рыбок. Довольно интересно. Они бывают, правда, от каких-то морских, хотя кренки явно больше предназначены, на мой взгляд, для ловли рыбы в наших каких-то пресноводных условиях. Поэтому набрал таких просто не ярких и недорогих. На мой взгляд, выглядит очень даже адекватно. Обычно беру парами, тут взял сразу 4, потому что они прикольные. Ну как, полосатый. Так, что там у нас с длиной? Так, с лопатой 4,5 см. Ну, блин, так, чуть больше 4 на самом деле. Ну, если с петлей мерить, ну да, 4,5, а само тело, ну, будем считать 3. Так, вес 2,7, 2. Они, кстати, вот правильно, у американских такая же фигня. Самые маленькие приманки 2,7 грамма. Вот они до сих пор продолжают, все-таки работают на международный, видите, какой-то рынок. И качество у них явно улучшает, потому что до этого было гораздо хуже. Так, гремящие, конечно, цвета очень даже. Я думаю, тот же, если они работают, тот же Голавль вполне оценит.
Так, желтенький с коричневым. Выразительные глаза, острые крючки. Ничего менять, главное, не надо. Вот в этот раз прям вообще красавцы. Не жалко денег, когда вот они, в смысле, небольших тех денег, не жалко, потому что получается за небольшую цену, бесплатную доставку, воблеры вполне себе приличные. Вот за воблеры я практически не переживаю, их можно вполне брать на Алиэкспрессе по приемлемым ценам, любые там. Я не знаю, все, что меньше 200 рублей, на мой взгляд, это приемлемая цена. Можно, конечно, и за 1,5 что-нибудь найти, наверное, даже на Алиэкспресс. Но я лучше буду брать недорогое, что нельзя это, не так страшно и не так жалко отрывать. 2,7. Повторяемость отличная получается у китайцев сейчас. То есть воблеры вот эти явно под ретро закос. Это пойдут, наверное, все-таки на современный ультралайт, а это тоже пойдет вот в тот японский, например, комплект ретро. Надо посмотреть другие цвета, эти мне прям порадовали, молодцы, хорошо сделано. В плане того, что простенько и так как надо. Надо посмотреть еще. Неудобно там искать в приложении Алиэкспресс сейчас почему-то именно стало. Но иногда находится вполне себе и по небольшой цене, и по бесплатным доставкам. Поэтому будем искать, будем копать. Еще интересно, у воблеров зелененьких вот этих каплевидных, у них красные глаза, а у тех, которые коричневые, радужные глаза. Совпало как раз по парочке. Ну, в принципе, я очень доволен. Не знаю, найду ссылки, положу, конечно. Может быть, уже все поменялось. Там сейчас очень быстро все меняется. И от курса зависит. И распродажи всякие бывают. Поэтому, может быть, загляните и купите что-то свое, интересное вам. А этому надо написать, я какой-то негодяй. Может быть, я у него еще 2 заказал, только других цветов. И получается, приедет не пойми чего. Очень жалко, рассчитываешь на одну, но в целом воблер вполне себе подходящий. Ищу какие-то воблеры, похожие на ретро американские, либо ретро японские, например, ранние какие-то, ну, по форме хотя бы. И в целом, видите, находятся. Ну, хорошо. Жалко, что не оригиналы, конечно. Оригиналы столько, к сожалению, стоить не будут при всем моем желании. Поэтому будем обходиться тем, что есть. Ну, а по открытой воде, соответственно, сможем обловить их, попробовать. Все, всем пока.